Если вы сможете одолеть меня, я приму то же решение, что и мой сын. Что? Ты должен сделать все так, чтобы не произошло никаких глобальных изменений. Не надо менять прошлое. Я позвал вас сюда, чтобы просить вашей помощи. Объединив усилия и наши искры, мы сможем изгнать заражение из Тадмавриэля. О, черт. Я понимаю, что Джон говорил ничего не менять, но... Может быть, если сейчас я остановлю Играселя, то... О, сила первых! Сила, о которой известно, но которую лишь предстоит и не потерять, и обуздать. А еще Архей, мир, в котором мы находимся, одновременно стал нашим домом, но и клеткой. Клеткой, которая сдерживает отца, и клеткой, из которой нам так или иначе предстоит выбраться. Друзья, сегодня мы погружаемся в единственно возможный вариант побега. Нам до сих пор не до конца известно, что именно хочет сделать GDH, но его слова про путешествие во времени пугают меня. Дамы и господа, давненько подобное не произносил, но добро пожаловать в заключительную, финальную серию сезона «Сердце Вселенной». Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в Сердце Вселенной, сезон, в котором мы готовы. Как выбраться из мира Архей, при этом не разрушая печать и не выпустив отца? Именно этим вопросом мы задаемся уже последние 3 серии. Напомню, только печать позволяет заражению не выйти за пределы этого мира. Но главный источник заразы, отец по имени Тадмавриэль, настолько запитан силой, что убить его попросту невозможно. Также напомню, что GDH предлагает использовать перемещение во времени и выйти во время, когда Архей еще не был запечатан. Когда-то давным-давно в других сезонах мы уже сталкивались с подобной магией, но то было в разы проще и затрагивало короткий промежуток времени. А сейчас это что, сотни тысяч лет? Миллионы? Многовато как-то. Я так понимаю, Джон предлагает сделать все аккуратно. Просто телепортироваться во времена, когда печати нет, ничего не трогать, чтобы не создавать временные парадоксы, и просто сбежать. В целом, наверное, это может сработать, и нынешнюю временную ветку, в которой мы находимся, не поломает. Но это не точно. Так, короче, мне, наверное, прямо сейчас нужно с кем-то поговорить, поэтому просто берем путеводный скин «Здравствуйте», перемещение, лабиринт GDH, перемещение. Так, всем привет, дорогие друзья. Ну... Что? О, подожди! Да ладно! Они уже обучаются перемещению по скинту. Обалдеть! Сайриса молодец, вы тоже красотка молодец. И ты, красавчик, молодец. Так, Скотт, здорово, не поговорим. Сорван, тоже не поговорим. Ну и чё? Господи. Смотри. Можно побыстрее? Да, я тоже хочу попробовать. Побыстрее. Давай, у тебя все получится. Что, серьезно? Да. Так, короче, могу ли я с кем-то поговорить? Эй, Джон? И когда же ты собирался мне рассказать? Ой, ну что такое? Я рассказываю тебе, Лолошка, все, что тебе нужно знать. Ой, вот только не надо, не включай со мной Джона Дэйви Харриса. Ты меня в некоторых ситуациях братом называл, а сейчас пытаешься морозить, серьезно? Ну ладно. И что же, брат, я должен был тебе рассказать? Ну как же, Джон? Про Сайрису. Я же правильно все понял, да? Она ждет ребенка? Ну, судя по всему, да. И... Ты же к этому как-то причастен, да? Какой же ты неловкий, я не могу. Ну, видимо, да, причастен. Во всяком случае, Сайриса так считает. Обалдеть. И что ты будешь делать? Ты останешься в Архее? О, не-не-не-не-не. Если бы мои планы поменялись, я бы тебе сказал. Но как же, Джон? Это ведь твой ребенок. Так, и... а ну. Остановись, Лолошка. Пока ты не ушел в своем морализаторстве слишком далеко. Я поговорил с Сайрисой и узнал, как это устроено в Архее. Она не хочет, чтобы я оставался. Конечно, для средневекового мироустройства нравы относительно детей здесь продвинутые. Даже очень.
Но есть и нюансы. Например, расовое смешение тут не поощряется. Ну, знаешь, не такое уж оно и смешение, как мы выяснили. Угу. Это нам тоже, кстати, надо будет обсудить. Вот, кстати, на этом моменте я бы хотел кое-что пояснить, ребят. А если что, это не означает, что мои папа и мама, ну то есть папа и мама Лолошки эльфы. Дело в том, что меня изначально создал первый. Во мне течет кровь эльфа. Они означают, что моя раса это эльф. А то некоторые в комментариях уже начали писать про острые уши, про высокий рост. Нет, ребят, это не так работает. Короче, Сайриса не хочет, чтобы ее... Ну, то есть, наш ребенок подвергался издевательствам. Так, подожди, а как же она сможет это объяснить? Она же единственная эльфийка в этом мире. Ай, да откуда я-то знаю? Ну, не знаю я, Лолошка. У меня вообще создалось впечатление, что Сайриса немного стесняется меня. Стесняется того, что именно я отец ее ребенка. Хотя я бы на ее месте гордился. У ее сына отличные шансы преуспеть в науке. Ты серьезно никогда не теряешь самоуверенности, да? Годы тренировок и самотерапии. Что ж, я, честно говоря, даже пытался придумать, сможем ли мы забрать ее с собой. Но до того, как я начал расчеты, она отказалась уходить. Да. Видите ли, она единственная, кто остается в Архее, кто может всем помочь. О, кажется, тебя отшили, Джон. Ну, все когда-нибудь бывает первый раз. Ну так, и чего? Все? Теперь-то ты доволен? Можем вернуться к обсуждениям, которые касаются нас обоих? Нет, подожди. У меня есть еще вопросы. Но ты только не испытывай мое терпение. Да нет же, Джон. Это связано и со мной тоже. Слушай, если у нас обоих есть эльфийская кровь, скажи, ты помнишь своих родителей? Помню. К сожалению. И нет, Лолошка, я не могу дать тебе ответов, которые ты ищешь. Я понятия не имел, что мы с тобой полукровки. Я был рожден в мире, где эльфы существовали, но исчезли еще до моего появления. А ты, дорогой первый, очевидно родился здесь, в Архее. Здесь? А, ну да, это ведь и правда звучит логично. Я как-то даже не задумывался. Вот да. Я со многим сумел смириться за свою жизнь, но с этим не могу. О чем ты? Да я про то, что... Я столько времени потратил на самосовершенствование, образование, изучение, а первый все равно ты. И какой в итоге я, так и непонятно. В общем, кстати, тот факт, что ты отсюда, очень нам помогает. Чем это? Когда я прикидывал вариант с возвращением во времени, я был уверен, что этот факт нам не понадобится, поэтому не вдавался в детали. Теперь же на поверхность выплывают разные сложности. Например, создание завесы было настолько давно, что нет никакой возможности точно установить, когда именно она была создана. А нам для перемещения нужно знать точное время. Потому что если ты... мы должны сделать это в один скачок, чтобы избежать парадоксов. Вот видишь, Джон, я не такой тупой, каким ты пытаешься меня выставить. Эй, но я никогда не говорил, что ты тупой. Ну, может быть, когда-то говорил, но сейчас это не важно. Гений ты или нет, Лолошка, но только ты можешь выяснить, в какое время нам нужно вернуться. Ну и как я должен это сделать? Ну так, через воспоминания, конечно же. Конечно же. Угу. То есть, по-твоему, я всего лишь должен вспомнить, как жил миллионы лет назад. Правильно понимаю? Отличный и надежный план, Джон. То есть тебя вообще не волнует, что я только недавно научился не терять воспоминания и вообще думал, что основную часть я уже вспомнил. Ну, оглянись и поверь мне. Если бы ты все помнил, твой сон выглядел бы примерно вот так. Так что если бы нам резко не понадобилось одно очень конкретное и древнее воспоминание, я бы даже сказал, что твой выбор не помнить — это хорошая стратегия. Но поскольку настолько давние воспоминания нужно осознанно записывать в сознание, а ты этого не делал, просто вспомнить не получится. Эти воспоминания утрачены безвозвратно. Угу. И сейчас, я так понимаю, ты намекаешь и презентуешь мне какую-то свою гениальную идею. Правильно? Опа. И для этого ты еще встанешь на руки. Да. Я уже говорил, у меня есть гениальная идея. Но если ты на нее не согласишься, я пойму и не буду настаивать, правда. Оу, это что-то новенькое. Вообще-то во всех важных для тебя решениях я спрашивал именно твоего мнения. Да, короче, не надо, рассказывай давай.
Ладно, Лолошка может и не помнить того, что с ним было миллионы лет назад, это нормально. Но твоя вспышка, скорее всего, помнит. Понятно, что она не обладает своей волей или сознанием. Во всяком случае, я надеюсь, что не обладает. Однако в органе межпространственного перемещения явно биологически вписан какой-то запоминающий механизм. Тебе, Лолошка, нужно достучаться до своих инстинктов и позволить вспышке вернуть тебя в то время. Ой, Джон, и как это должно работать? Я перенесу тебя с собой, что ли? Мы за ручки будем держаться? Или как ты себе это представляешь? Не-не-не, успокойся, ни то, ни другое. Те исследования со вспышкой, что я проводил, показали мне, что межвременное перемещение, если ты совершаешь его по каналам памяти вспышки, позволяет... Стоп, Джон, что? Я не понимаю, чего? Ай, короче, это я так назвал, когда, представь, не ты своей силой перемещаешься во времени, а как бы вспышка перемещается сама в себе, утягивая тебя и твое сознание с собой. Ой, да. Давай еще разок попробуем, хорошо? Еще разок. Это довольно важно, поэтому я хочу, чтобы ты хотя бы примерно понял механизм. Есть два способа переместиться во времени. Физический и ментальный. Так, ладно, я попробую запомнить это. Еще раз, два способа, физический и ментальный. Физический перенос — это когда мы своими телами вместе с одеждой и вещами перемещаемся в прошлое или будущее. Ментальный перенос более сложный, на который вспышка, однако, способна. Я думаю, это связано с тем, что Междумирка — существо за пределами нашего понимания. Физические законы, такие как время и пространство к ней, если и применимы, то мы понятия не имеем как. Ментальное путешествие во времени заключается в том, что твое сознание как бы... создает свою точную копию, которая отправляется в прошлое или будущее, в то время как изначальное сознание остается на месте. То есть ты хочешь сказать, что я со всеми своими знаниями нынешними попаду в себя прошлого? Угу. И заменишь собой того себя. То есть воспоминания у тебя магическим образом не появятся. Я запутался. Нет, подожди, вообще я не запутался. То есть ментально мы переместимся в другую физическую оболочку самого себя. Но это же и есть временные парадоксы. То есть, ну подожди, я думал то, что мы как бы физически туда переместимся. Что-то как-то эта идея, мне кажется, уже слишком опасной, не? Но в любом случае, ладно, Лолошка у нас запутался. Продолжай. Ай, ладно, понимаю, ты продержался даже дольше, чем я ожидал. Короче, если все получится, ты, по сути, вернешься в свое тело в прошлом, но помнить будешь только то, что помнишь сейчас. Теперь понятно? Да, наверное. Но что будет с моим телом здесь? Хороший вопрос. Опа! Это серьезно, что ли? Теоретически твое сознание отправляет в прошлое свою копию, так что ты останешься собой и ничего не поменяется, пока твоя копия не вернется из прошлого и не заменит твое настоящее. Если твое возвращение произойдет в тот же миг, из которого выйдет, то для внешнего наблюдателя, например, меня, это будет выглядеть так, будто ты прозрел в 1 секунду. Да. Если что, Лолошка, я изучал это исключительно в теории, так что не могу быть уверен, как именно все пройдет. Но могу тебе сказать, что мои теоретические расчеты очень точны и выверены. Это можно понять по расчетам схождений, в которых я был невероятно хорош, помнишь? Да, но а что если я не смогу вернуться? Ну, может быть, так уже и было, а? Может быть, ты сейчас уже ничего не помнишь, потому что не смог вернуться. Что думаешь? Эй, Джон, ты не помогаешь. Ой, ладно, слушай, Лолошка, если у тебя получится переместиться назад, то получится и вернуться сюда. Я верю в тебя. Ой, черт. Хорошо, допустим, у меня получается переместиться. Но что я там-то должен сделать? Что я должен узнать? Все просто. Тебе необходимо понять, в какое именно время нам нужно будет вернуться. Но главное, слушай внимательно. Ты должен сделать все так, чтобы не произошло никаких глобальных изменений. Понятно? Не надо попыток всех спасти. Не надо менять прошлое. Я думаю, ты не дурак такое делать. Да и любая массовая культура все время показывает, насколько разрушительной может быть игра со временем. Это очень и очень серьезно, Лолошка. Да, я не дурак. Я понял, хватит. Ой, ну и славненько. Хорошо. Надеюсь, так и есть. Если тебе захочется побольше узнать о себе прошлом, ну, развлекайся. Мне в целом без разницы, каких дел ты там наворотишь.
Для меня ты вернешься спустя мгновение ока. Единственное, если тебе начинает говорить, что ты какой-то не такой, как обычно, придумывай отмазку и меняй поведение сходу. Ты понял меня? Да, ладно, я понял. Отлично. Тогда давай к делу. Устанавливать связь со своей вспышкой ты уже, кажется, и сам умеешь. Начинай. Уф, блин, немножко страшно. Лолошка, сосредоточься, почувствуй ее энергию и передавай свой запрос. Я хочу попасть в свое прошлое во времена, когда завесы еще не существовало. Хочу попасть... Джон, я только что почувствовал что-то странное. Я не знаю, что это было. Ну, кажется, остается надеяться, что все получилось. И копия твоего сознания уже гуляет по солнечному Архею. А, то есть вот оно как. И получается, мы поймем, что все случилось и все сработало только тогда, когда я за старого ложку что-то сделал. Ловил. О май гад. О, ничего себе! Это мы реально попали в... Что? Это что за очки? Это что за очки? Я такие не ношу. У меня больше нет таких очков. То есть когда-то давным-давно я носил такое, а одежда вообще не поменялась за миллионы лет. Обалдеть. Так. Получается, мы попали за много-много лет. Обалдеть, я просто в шоке. Ради одной серии целый город построить. Я просто поражаюсь такой самоотверженности. Так, а ну-ка, что у меня? Самоучитель магии стихий. Автор Мерлинель. Оригинал. Эх, мой дорогой друг, если ты держишь в руках эту книгу, значит тебе, как и многим другим жителям Архея, захотелось освоить азы элементальной магии самостоятельно. Это значит, что твоя любознательность настолько велика, что ты хочешь лично проникнуть в суть законов природы. Как она выращивает цветы, создает ветер, мечет молнии и заставляет моря шуметь у наших берегов. Ты хочешь не только понять это, но и самостоятельно научиться воспроизводить все те блага, что природа дарует нам. Что я могу на это сказать? Магия — наука сложная и тонкая, а потому не нужно заниматься ее изучением самостоятельно. То есть когда-то давным-давно Лолошка хотел научиться магии стихии. Офигеть, а когда это было? Это было миллионы лет назад, серьезно? Эльфы! Гнолы! Когда-то давным-давно даже гнолы жили просто в содружестве со всеми остальными. Обалдеть! Так, погоди. У меня есть серебряная монета, у меня есть золотая монета. И здравствуйте. О, торговать. Магия пустоты. Опять работа. Домашние дела. Скинт опасен. То есть это уже во времена, когда Скинт появился. Белочка и котик. Бессмертная искра. Так, ладно, допустим. Что у нас здесь? Заостренный меч из темного металла. Блин, это так прикольно, что здесь есть даже торговля. И все это ради одной серии. Не, ну... Я прошу прощения, я просто хочу похлопать за такое. Реально, ради одного выпуска подобное реализовать — это сильно. Судя по всему, в товарах спрятано много всяких разнообразных пасхалок, которые мы можем прочитать. Так, здесь просто еда, окей. Вот интересно, 8 золотых монет. Это богатый Лолошка или бедный? Просто как будто это очень даже много. Как же много всего. Я реально хочу все посмотреть, раз тут есть даже такое. Приветствую, эльф. Что читаете? А ведь удивительно, да? Когда-то все расы жили в дружбе, в процветании. И самое главное, с солнцем. Акция «Купит 9 печенья и получи одно в подарок». Здравствуйте. О, реально печенье. Ладно, я, наверное, не буду сейчас тратить деньги, мало ли пригодятся. Здесь у нас... Так, тоже еда. Вино. Прикольно, прикольно. О, смотри. Так тут даже Скинт уже есть. Вот он. Приветствую. Обалдеть. Полноценные кристаллы продаются. Заряженный кристалл Скинта 40 золота. Слушайте, как будто это прям очень даже дорого, да? Кажется, получилось. Неужели я действительно переместился назад во времени на целые миллионы лет? Так, надо убедиться в этом. Ага, я понял, надо убедиться. Так, и что, как убедиться? Может быть, мне нужно именно тут с кем-то поговорить? Может быть, кого-то подслушать? Эй, не проходите мимо! Самые свежие научные достижения! Самые смелые изобретения! Все это в нашем периодическом выпуске! Интересно. Лолошка! Здорово!
Здравствуйте. Привет! Видел сегодня уже Играселя? Нет, вот как раз ищу его. Понимаю. Но если он не у себя в лаборатории, то может быть в поместье. Не понимаю, как ему до сих пор хватает сил каждый раз на гору пешком переться. Если бы я стал первооткрывателем путеводного скинта, я бы первым делом дома себе такой же поставил. Особенно если бы жил на горе. Ой, ладно. Слушай, ты не волнуйся, если он соизволит почтить своим великолепным присутствием нашу торговую площадь, я скажу ему, что ты его искал. Ну а пока... Ну что могу сказать, мне работать надо. А вообще, знаешь, все последнее время так разленились, читают только периодические свитки. Эх, никто не хочет брать книги. Все хотят выжимки. Покороче, да побыстрее. В общем, самые свежие научные достижения, самые смелые изобретения. Все это в нашем периодическом выпуске. Налетай! Ага, а ты мне, может быть, дашь? А, да, смотри, я могу. Опять работа, магия пустоты. Я уже смотрел, кстати, у тебя, да? Может быть, мне нужно еще кого-то? На всякий случай-то хочется проверить. Зачарованные кулоны от сглаза, от разочарований, от несчастной любви. Ой, человек, не стой здесь. Ты мне сейчас всех клиентов распугаешь. Так, а может быть, я и есть клиент? Нет, людям не продаю. Девушка, подходите, не стесняйтесь. Вижу, у вас тяжелый день сегодня. У меня есть то, что вам нужно. Да давай уже сгинь, клиентов мне отпугиваешь. Как же приятно знать, что некоторые вещи не меняются и спустя миллионы лет. Эльфы не то чтобы любят людей, даже тогда. Вот откуда пошел расизм, еще с тех давних времен. Ладно, мне определенно нужно вот ту газету купить, я правильно понимаю? Или мне нужно с кем-то все-таки поболтать? О, подожди, что? Поговорить? О, добро, мил человек. Бери, что тебе надобно. У меня тут все есть. И для устрашения, и для обольщения. Тебе для себя, а для подружечки? Ай, да ладно, уж просто смотри. Все товары-то скинтом покрытые. Уф. Вот меч этот, а? За 80 золотых всего отдам. Всего 80. От сердца отрывай, ну бери. Скинтом украшен, смотри-ка, а? Рукоятка-то как блестит. Давай, нигде больше такие цены не найдешь, мил человек. Эй, не слушай его, ложка. Подделки у него одни, просто подделки. Это не скинт, это янтарь обычный, обесцвеченный. А тебя-то откуда знать, остроухий? Не слушай его, да не брешет он. Эй, поверь, милая ложка, я не вру. Да ты, блин, а? Что тут такое? Я с тобой разберусь. И они просто начинают... Блин, реально, некоторые вещи даже спустя миллионы лет не меняются. О, поговорить? О, здравствуйте. 3 капусты отдам за 2 серебряника. Пшеница, серебряник за килограмм. Хрен, редька и... Нет, я просто смотрю, простите. Да чё ж такое, чё ж вы все вечно смотрите и смотрите? Овощи, что ли, никогда не видели? Ты если хочешь что купить, то покупай. А так просто рядом тут не ошивайся, клиентов не отпугивай. Да уж, ладно. О, еще поговорить? Да, привет, мужик. Здравствуйте. Все свежее, смотри. Недавно освежеванное. Хе-хе-хе. Вот эту тушку меньше суток назад зарубил. Давай, бери, вот эти пару часов назад еще бегали. Мамой клянусь, брат. Да че смотришь, говорю тебе, бери, не пожалеешь. С пальцами своими сожрешь. Да я просто смотрю и... Ага, смотри у меня. Аппетит еще быстро нагуляешь. У меня тут лучшее мясо, еще никто не жаловался. Ладно. Да, блин, только подождите, но мне надо время как-то узнать. А чё, газета не подойдет разве? Газета как будто это хорошо, я бы купил. О, ты погляди, тут оказывается скинт есть. То есть реально настолько давно он уже создан. Ну да, ладно, понимаю. Получается, Играсель
сделал так, что все могут телепортироваться через него. И получается, прямо сейчас, если понимать хронологию событий, Тадмавриэль, отец, он у нас заперт. Помните, Эграсель говорил о том, что он запер отца куда-то то ли в кладовку, то ли в какой-то чулан, что-то в этом духе. То есть, если исходить из того, что небо у нас нормальное и скинт уже создан, а Эграсель еще не заперт в печати, да, отец находится где-то в каком-то подвале, в поместье. Так, ладно, хорошо. Мы определились, что пшеница тут дешевая, а мясо свежее. Теперь нужно понять, как найти Эграселя. Наверное, он мог бы помочь мне понять, в каком именно времени я сейчас нахожусь. Я понял, кстати, почему мы не можем просто взять и купить что-то типа газеты. Потому что даже если мы найдем там дату, она нам ничего не даст. Мы же не будем знать, какой это промежуток времени. Если судить по путеводным скинтам, Эграселю уже удалось изучить искру. Тадмавриэль, вероятно, прямо сейчас заперт от всех в поместье. Интересно, сколько времени осталось до создания завесы? В какой момент этот яркий солнечный мир превратится в вечно сумеречное и опасное нечто? И неужели я действительно был одним из тех, кто обрек этот мир на нехватку витамина D? Эй, о чем задумался? Эграсель? И вам желаю великолепного дня, Лолошка из Глазгарфа. Чего это ты так официально? Прости, я просто не с той ноги встал, видимо. О, понимаю. Я тоже нервничаю. Скоро ведь и остальные первые должны прибыть. Я знаю, что тебе не терпится узнать, для чего я вас позвал, и я удовлетворю твое любопытство. Но только после того, как все соберутся. Ты уже виделся с семьей? С семьей? А ты что, не слышал, что ли? Несколько первых уже тоже прибыли в Архей, по моему зову. Я просто на пару капель подумал, что ты про моих родителей и... Что? Каких капель? Ой, Ложка, я бы никогда не затронул тему твоих родных. Я понимаю, что сколько бы лет ни прошло, ты никогда их не забудешь. Благо, искры, которые мы получили, имеет свою обратную сторону. Сколько лет прошло со смерти твоей матушки? Я не знаю. Я тоже предпочитаю не считать. Идем. Пора наведаться к остальным. Да, подожди. Ты хотел что-то приобрести? Я... Мне кажется, я жестко палюсь на самом деле. Какие к черту капли? Какая семья? Почему ты вообще об этом говоришь, Лолошка? Ты что, придурок? Как себя чувствует твой отец? Эграсель, скажи хотя бы, случилось что-то серьезное? Вообще, я так понимаю, что он позвал нас именно в тот момент, когда Архей нужно было запечатать. Архей стал так прекрасен с появлением скинта. Это все благодаря тебе. Да, наверное, не стоит задавать какие-то лишние вопросы. Я просто жестко спалюсь. Архей стал так прекрасен, это все благодаря тебе. Знаешь, а ведь ты прав. Ты настолько хорошо вписываешься в окружение, что я забываю, как давно ты здесь не бывал. Да, с последнего твоего появления здесь многое изменилось. Как видишь, прогресс принес Архею не только радость изобретений, но и принятие. Можешь мне не верить, но даже вороны и ястребы подписали недавно торговые контракты. Ястребы? Я сам был обескуражен. Честно говоря, я считал, что кто-кто, а эти хищные птицы обойдутся без нас. Но из-за гор Ингентафа уже несколько раз прилетали делегации. Я тебе все обязательно расскажу. А ты расскажешь мне про свои путешествия. Ты не представляешь, как же я хочу услышать истории про другие миры. Мне, кстати, Гуахты Шихтар рассказывал, что вы с ним создали некие врата даже в параллельной реальности. Это правда? Слушай, ты вроде торопился к остальным. Я теперь тоже тороплюсь с некоторыми болтунами повидаться, ты уж... Рад, что ты не сильно изменился за века отсутствия. Ладно уж, пойдем. О, братья, наконец-то! О, ну неужели? Великий Эграсель и его ближайший брат Лолошка решили почтить нас визитом. Да, Лолошка вообще не изменился, поглядите на него. Всегда говорил, что глазгарвцы не стареют. Привет, Лолошка. Эй, ты что делаешь? Поаккуратнее обращайся с маской. Ло и Эграса на них полжизни потратили. Да ладно тебе, забей, я 1000 раз так делал. Так и все же, Лолошка, в чем твой секрет? Так, а чего я-то?
Ты же сам совсем не изменился. Лолошка, не льсти Вальдхару, он же себе поверит. А по мне так никто из вас вообще не изменился. Я как вас не различал, так и не различаю. Рад, что мы это обсудили. Теперь такое чувство, что никто никуда и не уходил. Кстати, ребят, я виделся с Фалиндой. Она сказала, что не сможет явиться. Ну конечно. Эта сова с момента, как сбежала в параллельную реальность, ни разу не приходила. Я же вот пришла сразу, хотя в моей реальности тоже проблем хватает. Как понять, что перед вами Туэлин, если вы резко ослепли? В первые 5 минут разговора она обязательно расскажет, что живет в параллельной реальности. Эй, Лолошка, Гуаха я уже поблагодарила, а вот тебя не успела. Спасибо, что сделали такое прекрасное отправление. Даже спустя столько лет в другой реальности, мне было очень легко и удобно им пользоваться. Эй, Туэлин, сядь на место, пожалуйста. Ты тоже присядь, Лолошка. А, я не сижу. Ой, да, конечно. Куда? Куда? Вот, сесть. Мы еще ждем некоторых первых, которые не смогли откликнуться на мой зов сразу. Гуах ты Шихтар, спасибо, что предупредил про Фалинду. Итак, я думаю, имеет смысл рассказать вам о том, зачем я позвал вас всех. Опоздавшим передадите уже сами. Да, давай, Грасса, не томи! Вон, Туэлин уже на стуле ерзает от нетерпения. Эй, это не нетерпение. Это ко мне на стул забрались вши из твоего мира, Вальд. Слышь, ты будешь так шутить, я в твою реальность запущу межмировых комаров. Они мгновенно... Друзья, я вам должен кое в чем признаться. Все это время я от вас кое-что скрывал. Кое-кого. Вы прекрасно знаете, что мой отец был первым, кто начал заниматься изучением искры. И вы все считаете, что я продолжил дело, в котором он не преуспел. Я обманывал вас. Что? Чего? Да, на самом деле мой отец не умер от старости. Он сумел обрести искру. Так, чувствую я в этой истории какое-то веское «но», которое не дает мне порадоваться этой новости. Да, Гуах, так и есть. Искра моего отца приняла иную форму. Он, кажется, ошибся в своих выводах, что привело к ужасной деформации. И он не может ни умереть, ни жить нормально. Что? И ты скрывал это от нас все эти годы? Твой отец страдал, а ты, Эграсель, наслаждался званием несущего свет, в то время как твой ближайший родственник не мог насладиться этим светом? Прошу тебя, подожди, Туэлин. Позволь мне договорить. Я понимаю, насколько эльфийское почитание старших для тебя значимо, Туэлин. И оно имеет такое же значение и для меня. Я знаю, сейчас ты думаешь, что ты была бы счастлива иметь своего отца рядом живым, и ты бы сделала все, чтобы он жил в здравии, а не в горести. Ладно, продолжай. Что же ты в итоге сделал? Я перепробовал все, что мог. Личность моего отца, того Тадмавриэля, что вы видели и помните, была полностью уничтожена. Заражение исказило все его благодетели, превратив в пороки. Все его стремления к истине были извращены в жажду силы. Но я не мог его оставить, не мог отречься от него. Ведь если чему и учит нас эта история, так это тому, что родители наши не безгрешны, как нам кажется это в детстве. Да, но чего ты хочешь от нас, брат? О, Гуах, я почти готов отступиться и признать свое поражение. Но прежде чем я окончательно опущу руки, я хочу попытаться спасти его силой наших искр. Я позвал вас сюда, чтобы просить вашей помощи, чтобы ваша сила помогла мне. Так, продолжай. Объединив усилия и наши искры, мы сможем изгнать заражение из Тадмавриэля. И это будет очередное чудо, дарованного нам блага. Но я никогда не стал бы приказывать вам или требовать от вас участия. Вы вольны отказать мне, но тогда я прошу объяснения, почему. Я не хочу нечаянно затаить на вас обиду. О, я поняла. Конечно же, я с тобой, Грасса. Теперь я вижу, как тяжело тебе было.
Я помогу тебе. Благодарю тебя, сестра. Да, и я тоже помогу тебе. Вообще не понимаю, в чем тут вопрос. От меня не убудет, а семья это важно. О, спасибо, Вальдхар. Нардуш, а что насчет тебя? Ну, понятное дело, что я с тобой, Грасса. Ты мог бы и не спрашивать меня. О, благодарю тебя. Гуахтышихтар, что ты скажешь? Если воля его угасла настолько, что он не в состоянии за века справиться, я не уверен, что Тадмавриэль нуждается в спасении, Грасса. Прости, но я не буду помогать тому, кто моей помощи не ищет. Спасибо за честность, Гуах. Я ценю ее и твою позицию. Тебе не за что передо мной извиняться. Лолошка, а что скажешь ты? А, ой, точно, я же тоже как бы здесь. Я что-то забылся вообще, я же тоже первый. Моя сила, твоя сила, я всегда готов помочь. Не, ну очевидно, мне не нужно делать временные парадоксы, поэтому я соглашусь. Типа, извини, но нет, точно нельзя. Слушай, а ты уверен вообще, что это безопасно? Моя сила, твоя сила, я всегда готов помочь. Слушай, ну если я спрошу вот это же ничего не поломает, да? А ты уверен, что это безопасно? Чё, да? Ложка? Эй, ты чё, Ложка? С каких пор безопасность тебя вообще хоть как-то волнует? Эй, Вальд, остановись, не стоит. Возможно, за века странствий наш брат набрался того опыта, которого ему не хватало. И он повзрослел. Твой вопрос важен и серьезен, Лолошка. И я размышлял над ним. Если же у меня не выйдет помочь отцу справиться с его... искажением, то... я буду вынужден запечатать его в нашем поместье особым заклинанием. Разрушить эту печать сможет только тот, в ком течет эльфийская кровь и чистая энергия искры. Да, умно! Все предусмотрел, гляди-ка. Благодарю. Кроме того, я дам вам заговоренные артефакты, которые вам необходимо будет спрятать. Здесь, в Архее. Таким образом, мы гарантируем, что снять печать можно будет только всем вместе. Или же, если кто-то найдет все артефакты, то знать об их предназначении будем только мы. Также нашу связь мы должны будем держать постоянно, так как печать нужно будет поддерживать. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Это будет почти незаметно, даже для одного из первых, не говоря уже о всех остальных. За свои искры и силы можете быть спокойны, друзья мои. Грассель вынуждена сказать, это блестящий план. Спасибо, Туэлин. Ну, что, Лолошка, теперь твои волнения улеглись? Ой, точно, это же я задал вопрос. Это не твое дело, Туэлин. Это только между мной и Эграселем. Ух, почему я реально могу такое сказать? Ну я же вообще прям такие временные парадоксы бахну. Честно говоря, нет. Это заражение звучит очень странно. Я не сталкивался с таким. Мы не знаем, что будет, если направить в Тадмавриэле нашу силу. Да, улеглись, я вижу, ты хорошо все продумал. Эграсса, я с тобой. Это... Я очень хочу парировать. Я же, по идее, могу в любой момент согласиться, да? То есть у меня в любом случае будет выбор. Я сейчас говорю не нет, не да. Это что-то между, я просто пока уточняю. Это заражение звучит очень странно. Я не сталкивался с таким. О, черт. Я понимаю, что Джон говорил ничего не менять, но... Может быть, если сейчас я остановлю Играселя, то не случится смерти Невора, Марка, Фалхтры, Саймана, Готфри, Эрнольда и всех других, кто пострадал из-за благих намерений Играселя. Знаешь, Лолошка, признаюсь, твои размышления удивляют меня. Мы можем поговорить с тобой наедине? Да, конечно. Черт, наверное, все-таки зря это ляпнул, да? Но у меня ощущение, что в любом случае будет так, как сюжетом предначертано, потому что это буквально финал. Ну, типа... Так, я не могу здесь поговорить ни с кем, да? О, что? Туэлин поговорить? Эй, что такого пришлось тебе пережить, что ты сейчас подвергаешь сомнению Эграссу? Нет, Туэлин, я не подвергаюсь сомнению его. Я просто сомневаюсь в его плане. Это разное. Ха, я не из тех эльфов, что склонны приписывать определенное поведение расам, но... Ты сейчас говоришь как типичный человек. Ну нет. Я тоже человек. Я придерживаюсь другого мнения. Я говорю, что раса тут ни при чем. Ладно, Лолошка, я просто надеюсь, вы сейчас поговорите и ты одумаешься.
Да, ну, я не знал, что вот настолько это все уйдет. Так, здесь... О, Гуах, поговорим. Ложка, честно, я тебя не понимаю. В плане, Гуах, так ты тоже отказался. Ну да, и с моей стороны это было ожидаемо, но с твоей... Ты всегда был самым близким другом Играсселя и... Не говори, только не говори ничего, все знают, что это так. Конечно, мы все для него друзья, братья и сестры, но ты... Ты стал для него таким же хорошим другом, как когда-то дипломат Луки для его отца. Человек, который стал эльфу ближе других эльфов. Не надо, не сравнивай меня с Лукием. Чё? Почему? Да, ну ладно, впрочем, как знаешь. Иди давай, Играссель тебя ждет. Вот так вот, а. Так, в итоге больше я ни с кем-то поговорить не могу. А, нет, Нардуш. Могу, привет. Да не со мной тебе надо говорить сейчас, а с Играсой. А, это был короткий диалог, я понял. Так, в итоге... Ага, Вальдхар. Эй, Лолошка, слушай, как только вы там с Играсой разберетесь, нам нужно сходить и выпить. Я 100 лет ждал, чтобы рассказать тебе, с какой красоткой мне довелось возлежать. Фу, какая грязь. О, не-не-не, никакой грязи. Она принцесса одного водного королевства. Принцесса? С тобой? Хм, ну да, а я тогда королева гнолов. Так, ладно. В общем, Лолошка, поговорим, когда рядом никто не будет совать свои длинные уши. Ладно, все, на всякий случай проверим. Меня там Играссель, наверное, уже заждался. Войти. А, прям настолько, на улице. Так. Я с самого начала понял, что что-то не так. Но думал, что разговор с друзьями поможет тебе. Играссель, я Да что не... ж такое-то? Почему ты так формально ко мне обращаешься? Что произошло, Лолошка? Неужели я как-то обидел тебя? Да нет, прости, просто мы давно не виделись. Мне очень жаль, Играса, если ты думаешь, что мой отказ тебе связан с какой-то личной причиной. Я клянусь тебе, ничего кроме тех опасений, что я озвучил, нет. Точно? Точно, точно. Ну тогда это же прекрасно. Потому что я произвел все необходимые расчеты, и я знаю, сколько силы мне нужно. Как именно нужно ее направить и какие заклинания использовать. Ты ведь лучше всех должен знать, что мое познание искры превосходно. Чего стоят только эти маски, а? Сколько же времени мы ломали голову над тем, почему переходы расходуют столько энергии. Сколько же скин-то мы, должно быть, по неопытности в пустоте-то оставили. О, но благодаря моей идее и твоему дизайну, мы, наконец, овладели перемещением в полной мере. Гуаху, правда, не понравилась идея. Сам разберусь, ведь воля моя сильна. Да уж. Скорее, идем в научный зал. Я покажу тебе все свои выкладки. Прям гора как будто бы свалилась с моих плеч. Как мог я сомневаться, что мой лучший друг переживает обо мне? Конечно, ты всегда, сломя голову, несешься в опасность. Но в этой ситуации опасности скорее я подвергаю тебя. И я тронут, друг, до глубины души, что ты так заботишься обо мне. Но твои опасения напрасны, поверь мне. Черт. Он так сейчас уверен, так воодушевлен. А что, если в прошлый раз я ему отказал и ему не хватило силы? Что, если сейчас я соглашусь и у нас действительно все получится? Как же сложно. Так. О, красная маска. Как же лучше поступить? Как поступил прошлый я? Может быть, мне стоит поторопиться вернуться в свое время? Но ведь я так и не узнал когда я... Так вообще можно сказать? Может быть, мне стоит рассказать Играсселю, что я все знаю? Ведь эта информация может уберечь его от миллионов лет заточения и потом от ужасной смерти. Как случилось, что я забыл своего лучшего друга и свою семью? Играссель так уверенно говорил, что я никогда их не забуду, а я просто взял и забыл. И, судя по всему, безвозвратно. Теперь я как минимум знаю мир, в котором был рожден. Мир, который ждут тысячелетия сумерек и забытия. Нет, это решение должен принимать не я. Не нынешний я. Иначе, если получится, что я сделаю неправильный выбор... Эй, Лолошка. То тогда... Лолошка? Да. Ой, ну только не говори мне, что ты снова отключился и погрузился в свои мысли. Я не хочу рассказывать тебе все с самого начала. Скажи мне, что ты думаешь?
А, черт, я же даже не слушал! Я вообще ничего... Не, ну очевидно, что да! Так, вообще, тут давай сначала прочитаем, что какие тут выборы есть. Можешь, пожалуйста, еще раз повторить часть с расчетами? Не уверен, что все правильно понял. Я думаю, что твои расчеты не имеют значения, поскольку заболевание твоего отца недостаточно изучено. Ты убедил меня, Играсель. Я помогу тебе. Короче, мы не можем отказаться. Прям четкого отказа здесь нет. Здесь есть четкое согласие. Я думаю, что это скорее все-таки принятие. Типа, очевидно, потому что... Помните, Играсель рассказывал когда историю, когда... Ну, он еще живой был. Он ведь не сказал ничего в духе... Эх, Лолошка, а вот если бы ты мне тогда помог, или что-то в этом духе, и бла-бла-бла. То есть он ни слова, даже намека на это не подал. Следовательно, мы можем догадаться, что я согласился. И как будто это очевидно. Так что да, ты убедил меня, Играсель. Я помогу тебе. О, спасибо. Спасибо огромное, Лолошка. Да, то есть, опять же, ребят, я сейчас делаю выбор только чтобы не поломать время. Не потому, что я понимаю, что как бы это не поможет или поможет, а только потому, что временные парадоксы. У меня в голове только это. Как же мне повезло иметь такого друга. Этот день в моем календаре навсегда будет отмечен печатью радости. О, кстати, а какой сегодня день? 362 496 день с появления у меня и тебя искр. Я до сих пор веду наш с тобой альтернативный календарь. А, и я, Играса, я тоже его веду. Как же я рад, что у меня есть такой друг. Да, мы, видимо, очень хорошие друзья. Сколько? 300 тысяч дней? А, ой. Надеюсь, что все получилось, и копия твоего сознания уже гуляет по солнечному Архею. Что? Джон? О, Джон! Как же я рад тебя видеть! Значит, ничего не изменилось, и все пошло по тому же сценарию, по которому должно. О, молодец. Ты выяснил, что мы будем делать с гигантскими котятами-убийцами? Что? Котятами-убийцами? С кем? Видел бы ты сейчас свою рожу. Знаешь, у нас в Архее за такие шутки... У нас в Архее? Рад, что ты испытываешь теперь с Археем такое единение. Рассказывай. Тебе удалось выяснить, в какое время нам нужно отправиться? 362 496 день с появления у меня искры. И раньше. О, ну наконец-то отличные новости. Ты, может быть, хочешь поговорить о том, что еще удалось тебе узнать, а? Нет. Ну и хорошо. Ладно, я скажу тебе. Играсель был моим лучшим другом. Да, я был его лучшим другом. Самым близким. Оу. Я совершенно этого не помню, понимаешь, Джон? Все, что я знаю о нем, это только то, что он рассказал нам. Я даже не помню своих родителей. Эграсса говорил, что я никогда их не забуду, а я забыл. Эй, Лолошка, послушай. Вот что я тебе скажу. Я знаю, что у тебя долгое время были проблемы с твоим внутренним «я», и все провалы в памяти ты считаешь его виной. Но ведь тогда, в те времена, ты еще был волен распоряжаться своими воспоминаниями сам. Что ты имеешь в виду, Джон? Если наши с тобой истории похожи, а они, видимо, похожи, раз даже состав крови у нас почти одинаковый, скорее всего, ты сам выбрал не помнить своей семьи. Я не знаю, была ли у тебя твоя Саша, но в остальном я понимаю, почему такое хочется забыть. У нас, конечно, все было не так уж и плохо, как у Играселя с Тадмавриэлем, но... Получается, знаешь, нам, может быть, пора? Ну, кстати, да, вполне реально, что наши истории более чем пересекаются, потому что параллельные реальности, но в всех параллельных реальностях лишь какая-то маленькая толика привела к тому, что он стал супер умным, а у меня... Ну, совсем все по-другому. Как минимум, потому что я первый. Если вы еще не поняли, давайте я объясню. До того, как Играсель мне даровал эту искру, у меня была жизнь. Обычная жизнь. И эта самая обычная жизнь была точно такой же, как у GDH. Так, насчет получается пора. Ты подожди, какой пора, алло? Давай останемся еще ненадолго. Да, пожалуй, нам пора. Мы не можем уйти, не попрощавшись с остальными, реально. Просто взяли и смотались, такие, пока! Так, ну, конечно, не можем. Ай... Предлагаю разделиться и поговорить со всеми по отдельности. И, кстати, Лолошка, предвосхищая твой вопрос, ничего с моим сном не случится, когда мы уйдем. Пока существует завеса, этот фрагмент моего сна навсегда здесь. Конечно... Да, я понял. Если его не разрушит Тадмавриэль. Да. Тут уж, увы, я ничего сделать не смогу. Это не на моей совести. На их. Пойдем? Ай, только давай реально побыстрее. Нам правда нужно идти.
Ладно. О, он сразу к Сайрисе пошел, как я и думал. Блин! Я так хотел узнать, что он скажет ей. Блин! Ничего себе. Ой, ладно. Не похоже, честно говоря, на него. Так, в итоге с кем я могу поговорить? С кем-то по отдельности? Может быть, мне слева направо нужно? О, да, Беренгари. О, Лолошка, здорово. Это, ты передавай Джону, что я очень благодарен ему, что он в сон-то нас свой пустил. Ой, вообще, знаешь, тяжело ему. Тяжело, конечно. Сон-то у него такой мрачный. Знаешь, Беренгари, я думаю, он еще сам к тебе подойдет. Ты лично ему скажешь. А ты чего такой грустный? Дело в том, что, Беренгари, мы собираемся уходить из Архея. Я пришел попрощаться. Вот как? И, слушай, я пока не ушел, я все спросить хотел. О, вопрос... Блин, история про Беренгария. Откуда ты столько всего знаешь о зельях и алхимии? Почему ты нам так помогал и никогда не просил ничего взамен? Кстати, а ведь и правда, он ни разу, никогда, все на своем горбу, понимаете? Как ты смог отрастить такую густую бороду? Почему ты нам помогал и никогда не просил ничего взамен? В смысле? Так ты же меня спас, Лолошка. Да, но все-таки ты сам вызвался помочь во сне. И всегда, когда нужна была помощь, ты предлагал ее сам. Даже до того, как кто-то озвучивал свои желания. Юный Лолошка. Архей — это темное мрачное место. И я успел натворить своих темных дел. Алхимические знания, которыми я обладаю, не так легко достаются. И редко используются во благо. Когда старше стал, я, конечно, понял. Ужасы, что нас окружающие, не должны пробираться в нас. И в скорости ты нашел меня. И я понял. Мой это шанс. Тот свет, что от тебя исходит, он помог мне излечить себя. Если так вот сказать-то можно. Хе-хе-хе. Да и кому я такой старик-то нужен, если бы мне предложить было нечего? Привязался я ко всем вам, Лолошка. В радость мне было ваши счастливые личики наблюдать. Ох уж в радость! В радость было и радовать вас. Ежели вас довольных и сытых видел, самому сразу на душе теплее становилось, это... Ответил я на твой вопрос? Ох, Беренгарий, спасибо большое. За все спасибо. Я буду очень скучать. Да ты шо уж это? Не вешай нос, Лолошка. Тоже буду скучать. Ты это, знаешь, как думай-то? Ты радуйся, что столько времени мы вместе провели. Столько-то пережили. Что ты мне, старику, под конец жизни такую радость душевную доставил. Я тебя понял, Беренгарий. Спасибо, правда спасибо. И тебе уж, и тебе, Лолошка. Эх. Да, на самом деле у меня начинают немножко даже слезки наворачиваться. Черт, нельзя мне еще серию снимать. Нельзя. Так, здесь я ни с кем не могу поговорить. Ну, так вот я... О, Гимлин. О, Лолошка, прикинь. Ты представляешь, Гулиду и Синдри взяли в человеческую школу. Ее одна выжившая создала. Говорит, наши невзгоды не должны образованию-то мешать. Да, а я тебе еще раз говорю, Гимлин. Не нужны им эти знания. На коем книжки до математики, а? Им нужно с оружием обращаться учиться. Да, да не переживай ты так, Вален. Это я им сам обеспечу. Да вот только надеяться хочется, что оно не сильно-то и понадобится в будущем. Если план эльфийки осуществится и мы всех развоплотим, то отец-то силу свою потеряет. Это он сейчас такой наглый, потому что у него армия бесчетная. Но понемногу-то отгрызать от нее начнем. Да, когда это еще будет? Ни Гулида, ни Синдри, ни дети их этого не увидят. А ты, Вален, оптимистично на мир смотри, и сразу лучше будет. Так, а ты чё молчишь, Лолошка? Ты же у нас такой самый оптимистичный как раз обычно. Слушайте, Гимлин, Вален, я попрощаться пришел. Это как? Да, простите, но мы с Джоном решили уходить из Архея. Мы здесь свое дело уже сделали. Это неожиданно. Да, а я говорил тебе, долгорослики эти ненадежные. Не надо к ним привыкать. Чё? Это ты сейчас о Лолошке такое сказал? О друге моем, что ли? Тише, слушай, Гимлин, прошу.
Вален же тебя подбодрить таким образом пытается, всего лишь. А? Ну, правда, ну что поделать, если он просто не умеет подбадривать? Да, хороший ты долгорослик. Рад, что тогда я в тебе не ошибся. Спасибо вам, что помогли нам. Вы же не только нашли способ от заразы-то избавиться, но и примирение рас архейских начали. А, и нас, мужиков неразумных, многому научили. Ой, хорошая была у нас дружба, а, Лолошка? Что? Почему это была, Гимлин? Я ухожу, но другом тебя считать не перестану. О, а вот это приятно, это по-нашенски. Удачи вам там с Джоном. Надеюсь, амулеты мои сохранятся у тебя и дальше будут оберегать. А, и все идут с Джон... Подожди, что? А где Дж... А, Джон! С Альфредом разговаривает, я понял. Детишки? С детишками не поговорим. Так, с кем? Джон? Понятно. Альфред? Поговорить? Знаешь, что я заметил, Ложка? С момента, как зрение вернулось, слух как будто ухудшаться стал. Как будто уши мои перенапряглись, пока я слепым был. А теперь вот, расслабились. Разговоры и звуки-то я слышу нормально. Но вот по шагам теперь уже никого не отличу. Так, зачем тебе по шагам отличать, если ты автора шагов увидеть можешь? И то верно. Видеть оно все-таки приятно, как ни крути. Даже в таком месте, как сон Джона. Ты попрощаться пришел, да? А, как ты понял? Да, ко мне уже Джон подходил. Но, честно говоря, я и без этого понимал, что вам двигаться пора. Дальше. Да. Это ничего, Ло, ты не грусти, главное. Что тебя, что меня еще ждут такие приключения в жизни. Эх, как же мне повезло, что мы тогда с Эрнольдом и Готфри решили замок проверить-то. Жаль, что их сейчас нет с нами. Они бы очень гордились тем, как сильно я повзрослел. Мы со Скоттом продолжим дело Готфри. Мы уже это решили. Но будем записывать не только монстров, но и в кого они развоплощаются. Создадим некий справочник о фауне Архея. Я первый экземпляр для тебя подпишу. Будешь в Архее, заберешь. Да, только я не уверен, что мне удастся снова сюда попасть. Да. Но я все равно подпишу. Даже если не заберешь, буду на него смотреть, тебя вспоминать. Спасибо, Альфред. Ты отличный охотник и прекрасный друг, знай это. И ты тоже. Так, смотри-ка, общаются. Ну да. Привет, Садыка. Ой, Балсмак такой дурак, ты не представляешь, Лолошка. Как бы я хотела, чтобы он наконец услышал это. Если бы мы с ним остались во всем Архее последними орками, орочий род бы прервался, и мне было бы все равно. Ох, Садыка. Я уверен, развоплотят еще тебе достойного орка. Спасибо, Лолошка. Но лучше развоплотить достойную Балсмагу Арчиху, чтобы он уже отстал наконец. Я слышал свое имя? Че, меня обсуждаете, да, меня? Послушал. Ой. Вот, вспомнишь, Киа, вот и Карас. Да ладно тебе, я все равно не к тебе, леди. Это... Вы че, валите от седова, да, что ли? Да, Балсмак, я попрощаться пришел. Ну ты это правильно, конечно, братан, это да. Нечего Архей ловить, дыра не место. Да, ты пацан четкий, хоть и с придурью немного. Тебе развиваться надо. Какими комплиментами тебя осыпал, ты посмотри, а? Не знаю, куда вы там собрались, Лолошка, но удачи вам. Вы хорошие люди. Спасибо, Садыка. Садыка, это если чё, мне как заслужить у тебя шанс-то? Все общаются, все прощаются. Так, здесь мы уже со всеми. Эй, детишки. С детишками не поболтаем. Так, мне кажется, что... А, Сайриса, точно. Поговорим? Вы прямо сейчас уходите? Да, красавица. Чем дольше мы будем тянуть, тем труднее будет прощаться. Лолошка, ты со всеми попрощался? Я, знаешь, я бы хотел еще кое-что с Сайрисой обсудить. Наедине. Окей. А мы узнаем? Мы узнаем? Дайте мне поиграть за Джона. Дайте поиграть за Джона. Я хочу узнать, что они там обсуждают. Ребенка же по-любому. Так, сейчас. Ребятки, все еще нет. Здесь нет. О! Сорван, Скотт. Тоже нет? Мне просто нужно дождаться, пока они поговорят, или как? Я бы на кого не... Ой. Счастливого вам пути. Вы всех нас наставили на путь истинный. А теперь вам время искать свой. Спасибо, Сорван.
Вот и все, друзья. Эй, да ладно тебе, Лолошка, да не грусти ты так. Мы ведь даже не прощаемся. Вы ж когда-нибудь зайдете нас проведать-то, да? Правда же? Я пирожков напеку-то, меда наварю. Спасибо, Беренгарий. Эй, всего вам хорошего! И спасибо вам за все. Если бы не вы, мы бы никогда не справились с заражением. Но ведь мы не смогли найти способ остановить отца. Да чё, ничего. Главное, что мы теперь любого развоплотить можем, Лолошка. И перенести сюда, в безопасность. Ой. Может быть, даже и Бруню мою. Я не оставляю надежды. Да, что- кстати, реально, мужики, спасибо вам! Чё ты орёшь-то? Мы даже не знаем, как благодарить вас за все, что вы сделали для нас. И за будущее для этих детишек. Пока-пока, одинаковые дяди. Оу. Ах, пока. Пока-пока, Пока-пока, пока-пока. ребята. О, блин. А вот такие пироги. Только что будет дальше? На этом же ничего не заканчивается. Мы просто ушли обратно в мир, не более. Так, Джон. Ой, да уж, как-то здесь совсем уныло, когда понимаешь, что из разумной жизни только Тадмавриэль. Знаешь, Лолошка, что меня заставляет задуматься? Все подряд? Да, но есть и конкретные вещи. Все-таки, насколько же легко переписывать историю. Ты вот сам видел. Все благо в Архей принес Играсель, но по итогу никто про него даже и не знает. А про отца, который валялся в своем поместье, пока благо вершилось, знают все. И тысячелетиями ему поклоняются, что... Потому что им понятно истинное положение вещей. О! О, черт, вспомнишь, Киав, вот и Карас. О, черт. Тебе не удастся одолеть нас. Не удастся? Я могу раздавить вас одним движением пальца. О, но это, к моему большому сожалению, не является моей целью. О, вот как. И что же тогда является? Когда я последний раз проверял, ни одна из твоих целей не может быть и не будет выполнена. Вы убили моего сына. Тадмавриэль, он сам выбрал такую судьбу, потому что он не трус, в отличие от тебя. Вы также убили мой источник силы. А, то есть в смерти твоего сына тебя волнует только то, что тебе не от кого кормиться? Так вот, вы станете отличной заменой ему. Вы продолжите существовать, чтобы давать мне эту силу. Ха-ха-ха-ха. Насколько же должно быть чудесно послужить столь высшей цели, верно? О, как же жаль, что ты, Лолошка, не послушал меня дважды. И теперь ты никогда не узнаешь правды о том, кем же в итоге сделал тебя Играсель. Другом! Играсель сделал меня своим лучшим другом, и мне не нужна твоя правда. О, любишь играть в героя, да? Когда вы подчинитесь, и я заберу вашу силу, завеса над Археем падет. И нигде и никогда больше не будет этих слащавых героев. Нет, мы не дадим тебе свою силу, как бы ты ни старался. А раз героев не останется, уже никто не сможет меня развлечь. Ну так это же плохо. Что происходит? О, нет! Именно поэтому, перед тем, как вы окончательно займете место моего сына, я предлагаю вам шанс! Серьезно? Если вы сможете одолеть меня, я приму то же решение, что и мой сын. Да, так это же гонево! Ну, очевидно, что он просто не будет этого делать. Типа, просто представьте, что мы его, допустим, победили, что на самом деле как будто невозможно с его силами. Даже толикой души я не верю, что он возьмет и такой, ну ладно, я самоубьюсь. Да нет, конечно, отказаться. Само собой. А я вас и не спрашивал. О! А, все настолько просто. Ой, ж залагало. О, боже! Лолошка, объединяемся срочно! А! Да! Срочно! Окей.
Ема, это что такое? Он создал целую арену! Ну же, давайте! Что? А? В смысле? А что мне делать-то? Реально, что мне делать? Его же нельзя убить. Но и мне нельзя умирать. И уж тем более сдаваться. Даже если есть совершенно мизерный шанс того, что он сдержит слово. А, черт! Даже если шанса нет, я должен продолжать сражаться. Тебе никогда не завладеть мной, Тадмавриэль! Почему? Почему? За что? Так, ладно, убить монстров. Во-первых, убить монстров, я думаю, это самый правильный вариант. Так, что это? О, я понял. Вот на эти штуки нужно Давайте, попадаться. покажите, на что способна сила первых. Покажите, чем так гордился мой жалкий сын. Эй, не называй своего сына так. Черт возьми, жалкий. Но он же точно не сдержит слова. Так, тихо. О, ну раз вы меня не развлекаете, то я порассуждаю о том, что будет дальше. Бляха-муха! Да подожди! Так, срочно, мечи. Вот это убрать. Ай. Хотя стоп, какой убрать? Мне нужно... Давайте, покажите, на что способна сила первых. Да, ты это уже чем говорил. так Мне нужно, гордился подожди, мой мне нужно жалкий магию сын. использовать. Сейчас, надеваем. Далее, магия. Какая? Вот это, допустим. А, нет, это меч. Вот это. Копье отца. Сейчас мы копьем отца прям бахнем, жестко бахнем. Давай, начинаем. Ну раз вы меня не развлекаете, то я порассуждаю о том, что будет дальше. Ладно, магия здесь не к месту, А как мне это проходить? Так, ладно, выпить. Все, немножко попить. Будем пользоваться только клинками Мырка Штраклара, магией не будем пользоваться. Эта штука убивает за один бросок, за одно касание. Обалдеть! Это будет очень сложная битва, ребят. Это будет очень сложная. Так я могу, оказывается, бить его! Черт возьми, а чё я туплю-то тогда? Да ё-моё. Сейчас вот эти штуковины спадают. Мы также используем сферу желаний, которая нормально не используется, потому что мне нужно встать где-то в каком-то нормальном месте. Так, вот, давай, вот сейчас. Отбегаем. Убиваем этого паучару. Далее сфера желаний используется. И... не используется, потому что меня просто ударяют в этот момент. Ах вы твари. Ладно, тогда придется без этой сферы желания. Лишь бы стрелы не шли. О, нет стрелы. Стрелы. Давайте, покажите, на что способна сила первых. Покажите, чем так гордился мой жалкий сын. Вообще, я понял главную тактику. Нельзя поддаваться яду, нельзя поддаваться никаким плохим эффектам. И желательно убивать лучников. Вот тут есть лучники, но мне кажется, сейчас немного не до них, потому что у меня есть хороший шанс постреляться. Точнее, не постреляться, а подраться. Давай хотя бы половину хп, Ай. Больно. У меня еще есть фиал жизненной силы, я его почти не потратил. Это вообще шик-блеск. Давай, сфера желаний смогу. Беги, Лолошка, черт, долбаные стрелы. Но у меня пока все идеально, я практически с фулл хп. И я снял ему почти половину. Так, давай. Стрелы, уходите. Этих убиваем. Ждем, пока восстановится выносливость. И начинаем дубасить. Давай. Хорошо! О, это представление такое тухлое, что на него сбежались черви! Неужели он просто играет со мной? Черт, нельзя сдаваться. Нет, не сейчас. Может быть, есть шанс, что... Точно, у него же нет больше подпитки от Играсы, так? Значит, я должен заставить отца продолжать тратить больше сил на меня. Да, хорошая идея. Эй, это все, на что ты способен? Конечно нет! Но зачем напрягаться? В целом логично. Так, тихо. Включаем клинки. Все, давай, выносливость. Спасибо. Погнали. Половину хп уже сняли. Ой, хорошо. Так, сейчас главное выносливость и стрелы. Вот за ними надо наблюдать. За стрелами прям очень важно наблюдать. Сейчас стрелы закончатся, и мы тут же бьем фиал жизненной силы, и после этого бьем. Главное, чтобы монстры к этому моменту не подбежали. Так. Все, бьем. Стрелы. Все, стрелы уходят. О боже! Я почти! Долбаная паутина! Нет! Валим срочно. Так, вот этого паука убиваем. Отлично, бьем. Ребят, по-моему, у меня получается просто вау. Сейчас единственное, что стрелы сверху, вон они. Бежим!
Мне осталось либо еще одна, либо две ходки. По-моему, я примерно понимаю, как его надо одолевать. Да-да-да-да-да, монстры пока что стягиваются сюда. Потом стрелы постепенно заканчиваются. Привет, червячок. Мы добегаем спокойненько. И снова начинаем дубасить. Давай! Давай! Последний удар! Да! Давай, Лолошка! Что? Ну все, поиграли и хватит. Пора принять свою участь, Лолошка. На! О, нет. Все. Пришло детишкам время спать. А? Что за... Нет! А что происходит? Это мать! Бегите! Бегите прямо сейчас! Что за... Нет, что ты делаешь? Сейчас же! Это мой последний свет! Вы должны... Нет. Лолошка, срочно объединяемся! И что я теперь должен сделать? Лолошка, нам нужно отправиться во вневременную пустошь. Пустошь? Мне кажется, я уже был там. Был, да. Не время сейчас об этом рассуждать. Но, Джон, мне там не понравилось, да и... Ты серьезно? Другого варианта у нас просто нет. Быстро сосредоточься. Если ты хочешь, чтобы у нас было какое-то будущее, нам нужно вернуться в прошлое. А это только через пустошь. Времени у нас очень мало, но зато энергии предостаточно. Джон, Лолошка, повторяю, сосредоточься и думай о том, что пространство больше не существует. О том, когда время становится пространством. Это перенесет нас в пустошь. И оттуда мы отправимся в прошлое. В тот самый день. В 362 496 день с твоего получения вспышки. Хорошо. Ради будущего! О, пустошь. Получилось. Да, Джон, получилось. А что теперь? А теперь мы должны бежать в прошлое. Так быстро, как только сможем. Потому что бежать нам нужно очень, очень далеко. Ведь это было очень давно. Задерживаться нельзя. Это место не любит нерешительных. Тогда бежим. Писец просто! Ё-ой, полетел, блин, флэш! Жесть! Что происходит? Эй, что происходит? Подожди. Эй, нет, Лолошка! Ты бежишь не туда! А куда? Да. Обалдеть. Это было вау. Дамы и господа, кажется, мы только что лицезрели сердце вселенной. Историю, от которой у меня с самых первых серий, практически не переставая, идут мурашки. Как же, черт возьми, это было шикарно. У меня сейчас от офигевания слова закончились. Если бы мне когда-то кто-то при регистрации канала почти 13 лет назад сказал, что такое можно сделать в Майнкрафте, я бы посмеялся. А если бы мне сказали, что это будет на моем канале, я бы подумал, что тот, кто мне это говорит, псих. Ребят, я просто скажу прямо, как есть. Это было шикарно. Это топ. Это настолько топ, что мне до сих пор не верится, что это происходит в Майнкрафте. Давайте все-таки подведу небольшие итоги по истории. Можем ли мы сказать, что отец в итоге победил? И да, и нет. Он действительно выбрался из заточения поменьше, но остался в заточении побольше. И при этом какую-то часть силы потратил на бой с Лолошкой и Джоном.
То есть он немного ослабел, в надежде, что потом эти силы восполнит от нас же. Короче, как правильно сказал GDH, мы сделали все, что могли, и помогли жителям Архея так, как умели. При этом, наконец-то разгадав загадку, которую сотни и тысячи лет пытался решить GDH. Ту самую загадку о голосе. Представляете, вся эта история началась с матери. Матери было важно, чтобы мы прервали подпитку отца через сына, и чтобы рано или поздно отец не вырвался за пределы Архея. И в этом кто помог маме? Правильно, первый Лолошка и неизначальный GDH. Точнее, неизначальный Лолошка, так будет правильней. Сбежать через прошлое — это, конечно, прикольная идея, вот только все явно пошло не по плану Джона. Как я и подозревал, как бы мы ни старались аккуратно воспользоваться временем, время это может не одобрить. В нашем случае время это смотрящий. Куда побежал я и что будет с Джоном, увы, пока что неизвестно. Но будет известно уже в следующем сезоне. Поэтому, ребята, не забывайте, пожалуйста, что есть такая штука, как подписка и лайк. Благодаря вам, зрители, мы можем делать дальше и больше. Отдельную благодарность хочу выделить команде Storytelling, которая реально не побоялась создать такой амбициозный проект и вновь реализовать нереализуемое. Вы, блин, огромные молодцы, правда. Каждый раз я лично, как обычный зритель, просто в восторге от того, что у вас получается. Я считаю, что абсолютно каждый из вас переплюнул самого себя из прошлого на пару голов. Просто задумайтесь, не прошло и года, а вы уже сами, немного оглянувшись назад, можете заметить, насколько вы стали круче. А вы и правда капец какие крутые. Благодарю, что работаем вместе. Чмок в пупок. Также, конечно же, огромное вам, зрители, спасибо, что посмотрели этот сезон вместе со мной от начала и до конца. Спасибо, что оцениваете, спасибо, что пишете комментарии. Опять же, подписывайтесь, дабы не пропустить следующий сезон. Спасибо за ваши фанатские работы. А самое главное, спасибо, что большая часть из вас, так же, как и я, просто наслаждаемся. Да, до идеала нам, конечно, еще явно далековато. Но ведь в контенте по Майнкрафту главное не это. Главное это эмоции и наслаждение процессом. Помните это, ведь именно это поможет вашей душе дольше оставаться ребенком. Спасибо за просмотр, ребят. Новый сезон скоро. Ну а с вами были Лолошка, Storytelling и сезон Сердце Вселенной. Всем удачи, всем пока! Пока-пока-пока, пока! Черт! Джон! Джон! Где Лолошка?